Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Татьяна, и в этом видео мы свяжем вот такую летнюю шапочку крючком, которую я связала с бусинками без предварительного нанизывания бусин на нить. Но связать эту модель шапочки можно и без бусин, это по желанию. Шапочка вяжется сверху вниз, и связать ее можно на любой размер, как для самых маленьких, так и на взрослого. В мастер-классе есть вся необходимая информация. Также можно использовать любую пряжу. Свою шапочку я связала из пряжи Alize Bella. Это стопроцентный хлопок. В 50 граммах 180 метров. Крючок 2,5. Расход пряжи у меня получился 39 грамм. Бусины. Крючок с тонким основанием, чтобы оно проходило через отверстие бусинок. Бусины можно брать любого размера. У меня диаметр больших бусин 5 мм. Диаметр маленьких бусин ориентировочно 3 мм. Их у меня достаточно большое количество. Предыдущую шапочку я вязала также с использованием бусин разного диаметра, от большего к меньшему, и из более тонкой пряжи с добавлением вискозы. Для этой шапочки в верхней части использовала крупные бусины, а в нижней части бусины меньшего диаметра. Обвязку края выполнила с применением элемента пико, также с бусинами. С внутренней стороны шапочка выглядит вот таким образом, имея гладкую поверхность. Бусинки не причиняют никакого дискомфорта. Я связала шапочку на окружность головы 52-53 сантиметра, и высота моей шапочки без учета элементов пико 19 сантиметров. Итак, для начала делаю кольцо, вывожу петлю, и вяжу 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее в кольцо нужно связать 11 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Довязываем. Ниточку можно чуть-чуть подтянуть. Связала 11 столбиков с одним накидом. 3 воздушные петли подъема заменяют нам 12 столбик с одним накидом. Кольцо затягиваем. Вяжем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Второй ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И сюда же, в эту же петлю, вяжем столбик с одним накидом. Далее в каждую петельку будем вязать по 2 столбика с одним накидом. Один, второй, один, второй, один, второй. И так довязываем до конца ряда. Если в первом ряду мы связали 12 столбиков с одним накидом,
то во втором ряду их должно получиться 24. Связала 24 столбика с одним накидом, включая 3 воздушные петли подъема в это количество, и заканчиваю ряд соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. Третий ряд. Опять 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Сюда же столбик с одним накидом. В следующую петельку столбик с одним накидом. Далее 2 столбика с одним накидом с общим основанием. Опять 1 столбик с одним накидом. В следующую петельку 2 столбика с одним накидом. 1, 2 и так далее. 1, 2. Чередуем до конца ряда. В последнюю петлю основания 1 столбик с одним накидом. И заканчиваем ряд соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. Четвертый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В эту же петельку основания столбик с одним накидом. И в этом четвертом ряду прибавки будем делать через 2 столбика с одним накидом. В следующую петельку вяжем 1 столбик с одним накидом. В следующую опять 1 столбик с одним накидом. Далее 2 столбика с одним накидом с общим основанием. 1, 2. Опять по одному столбику с одним накидом в каждую петельку. 1 и 2. В следующую петельку 2 столбика с одним накидом. 1 и сюда же 2. И так далее. Продолжаем до конца ряда. Связала. После 2 столбиков с одним накидом с общим основанием связала по столбику в каждую петельку. Так как в начале ряда после 3 воздушных петель подъема мы вязали первую прибавку, то ряд должен заканчиваться 2 столбиками в каждую петельку. Завершаю ряд соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. Пятый ряд. 3 воздушные петли. В это же место столбик с одним накидом. Далее свяжем 3 столбика с одним накидом в каждую петельку. 1, 2, 3. Теперь 2 столбика с одним накидом с общим основанием. 1 и сюда же 2. То есть в пятом ряду прибавки делаем через 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Далее 2 столбика с одним накидом в одну петлю основания. 1, 2. Продолжаем так до конца ряда. В конце ряда перед первой прибавкой в начале ряда должно быть 3 столбика с одним накидом. Довязываем. Провязала, завершив ряд 3 столбиками с одним накидом, и соединительная петля в третью воздушную петлю подъема. Шестой ряд. 3 воздушные петли.
Сюда же столбик с одним накидом. И в этом ряду между прибавками будет 4 столбика с одним накидом. Один, второй, третий, четвертый. 2 столбика с одним накидом с общим основанием. Один. И в эту же петельку второй. Повторяем. 4 столбика с одним накидом в каждую петельку. 1, 2, 3, 4. В следующую петельку 2 столбика с одним накидом. 1, второй. Так продолжаем до конца ряда и провязываем самостоятельно до необходимой ширины донышка. То есть сейчас в 6 ряду прибавку делаем через 4 столбика, в 7 ряду будем делать через 5 столбиков с одним накидом, в 8 через 6, в 9 через 7, в 10 через 8 и так далее. В каждом ряду между прибавками добавляется по одному столбику. Давайте свяжем донышко шапки необходимого диаметра по данной таблице. Итак, я связала диаметр донышка по своему размеру. У меня это 16 сантиметров и 6 миллиметров. Всего у меня получилось 11 рядов. И теперь я провяжу пару рядов столбиками с одним накидом без прибавок. Кто вяжет на меньший размер, нитками такого же метража достаточно будет провязать один ряд столбиками с одним накидом без прибавок. А кто вяжет на больший размер, то лучше связать 3-4 ряда. 3 воздушные петли подъема. В следующую петельку столбик с одним накидом. И так далее. В каждую петлю основания вяжем по одному столбику с одним накидом. Провязываем. Связала 2 ряда столбиками с одним накидом без прибавок. Начальный хвостик нити лучше сразу убрать. Для этого воспользуюсь крючком меньшего размера. Просто несколько раз продену через крайние петельки. И обрежу. Далее продолжу вязание с бусинами. Кто вяжет без бусин, провязывайте в те места, где я вяжу с бусинами, столбик без накида. Провязываю воздушную петлю, беру крючок с узким основанием, ввожу в петлю, подхватываю бусинку, ввожу крючок в эту же петлю, вытягиваю петельку и протаскиваю ее через отверстие бусинки. Слегка подтягиваю петли и провязываю их вместе. Меняю крючок на основной и вяжу 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Опять беру крючок с тонким основанием, ввожу в петлю, нанизываю бусинку,
Пропускаю 1, 2, 3 петли и в четвертую петлю основания ввожу крючок. Вытягиваю петельку, протаскиваю через отверстие бусинки. Следим, чтобы ниточка не расслаивалась. Провязываем 2 петли вместе. И опять меняю крючок на основной и вяжу 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Опять беру крючок с тонким основанием, ввожу в петлю, нанизываю бусинку, пропускаю 1, 2, 3 петли и в четвертую петлю основания ввожу крючок, вытягиваю петельку, протаскиваю через отверстие бусинки. Провязываем 2 петли вместе. Можно не менять крючок и вязать воздушные петли этим же крючком, но только послабже и слегка вытягивая их, примерно того же размера, как и основным крючком. 1, 2, 3, 4, 5. Нанизываю бусину. Пропускаю 1, 2, 3. В четвертую вяжу столбик без накида. Протаскиваю петлю через бусину. Вот так. И опять 5 воздушных петель. Вяжу свободно. Нанизываю бусинку. Пропускаю 3 петли, в четвертую столбик без накида с бусиной. Вот что получается. Вот так выглядит с изнаночной стороны. Довязываем ряд и встретимся в конце ряда. Заканчиваю ряд. После столбика без накида с бусиной вяжу 2 воздушные петли основным крючком и завершаю ряд столбиком с одним накидом вместо начала вязания ряда. Одна воздушная петля. Беру крючок с тонким основанием, ввожу в петлю, нанизываю бусину и сюда же вяжу столбик без накида, протаскивая петельку через бусину. Далее 5 воздушных петель. Опять петли вяжу свободно, примерно того же размера, как основным крючком. Кому сложно контролировать размер петелек, лучше поменять крючок. Нанизываю бусинку на крючок, провязываю в среднюю воздушную петлю арочки столбик без накида с бусиной. Опять 5 воздушных петель. Нанизываю бусину. Ввожу крючок в среднюю воздушную петлю арочки, вытягиваю петлю, протаскиваю через отверстие бусины, провязываю 2 петли вместе. Повторяем. 1, 2, 3, 4, 5. Нанизываю бусинку на крючок. Вяжу столбик без накида в среднюю воздушную петлю арочки, протаскивая петельку через бусинку. Продолжаем до конца ряда. Завершаю ряд. После столбика без накида с бусиной в последнюю арочку вяжу 2 воздушные петли, 1, 2 и столбик с одним накидом вместо начала вязания ряда. Приступаю к следующему ряду. Воздушная петля,
И этот ряд я вновь провяжу с бусинами, поэтому беру крючок с тонким основанием, ввожу в петлю, надеваю бусинку и провязываю столбик без накида в это же место, протягивая петлю через бусину. Петельки не забываем подтягивать. В этом ряду между столбиками без накида с бусинами будем провязывать 3 воздушные петли, поэтому особенно следим, чтобы петли не были стянуты. Крючок можно менять на основной при провязывании этих петель или продолжать крючком меньшего размера, но свободно, подгоняя петли под основное вязание. Итак, 3 воздушные петли провязала, петля на крючке. Нанизываю бусинку и в среднюю воздушную петельку арочки предыдущего ряда провязываю столбик без накида с бусиной. Далее крючок менять не буду, ориентируясь на длину предыдущей цепочки из 3 воздушных петель, связанных основным крючком. Вяжу 1, 2, 3, нанизываю бусинку, столбик без накида в среднюю петлю арочки, предварительно протаскиваю петлю через отверстие бусинки. Повторяем 3 воздушные петли, столбик без накида с бусиной в среднюю воздушную петлю арочки предыдущего ряда. И так вяжем до конца ряда, и там вновь встретимся. Довязываем ряд. После столбика без накида с бусиной в последнюю целую арочку вяжу 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И прикрепляюсь соединительной петлей вместо начала вязания ряда. Теперь провяжем ряд столбиками с одним накидом. Для этого перехожу при помощи соединительной петли в первую арочку и вяжу 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Петли подъема заменяют столбик с одним накидом. В каждую арочку будем вязать 4 столбика с одним накидом. И под эту же арочку вяжем еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И переходим сразу к следующей арочке. Вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. И так продолжаем. 1, 2, 3, 4. Довязываем самостоятельно, встретимся в конце кругового ряда. В последнюю арочку связала 4 столбика с одним накидом и завершаю ряд соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. И опять вяжем воздушную петлю, то есть будем повторять вот эти 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Сейчас вяжем ряд, состоящий из столбиков без накида с бусинами, и между ними 5 воздушных петель, пропуская 3 воздушные петли основания. Меняю основной крючок на крючок с тонким основанием, ввожу в петлю, нанизываю бусинку, провязываю в это же место столбик без накида, протягивая петельку через бусинку. 5 воздушных петель основным крючком. 1, 2, 3, 4, 5. Меняю крючок, нанизываю бусинку, пропускаю 1, 2, 3 и в четвертую петлю основания столбик без накида с бусинкой. 5 воздушных петель. Если этим же крючком, то подгоняем под размер петель основного крючка.
нанизываю бусинку, пропускаю 1, 2, 3 и в 4-ю петлю основания столбик без накида с бусинкой. Довязываем этот ряд и вяжем еще 3 ряда, повторяя предыдущие ряды. Итак, связала еще один раппорт, повторив вот эти 4 ряда. И теперь приступлю к вязанию ободочка шапочки, который свяжу с применением бусинок меньшего диаметра. Закончила ряд из столбиков с одним накидом, соединительной петлей в 3-ю воздушную петлю подъема. Кто вяжет без бусинок, можно просто обвязать столбиками без накида или резинкой. И далее буду вязать по спирали столбиками без накида с бусинами в каждую петлю основания. Поэтому, не делая воздушной петли подъема, сразу свяжу столбик без накида с бусиной. Вязать буду крючком с тонким основанием, но вытягивая петли такого же размера, как основным крючком. Итак, ввожу крючок в следующую петлю основания. Вытягиваю петельку, протаскиваю через отверстие бусины, провязываю 2 петли вместе. Петельку слегка вытягиваю. Опять нанизываю бусинку и вяжу столбик без накида с бусинкой в следующую петлю основания. Нанизываю бусину. В следующую петельку столбик без накида, протаскивая петлю через отверстие бусины. Перед тем, как провязать 2 петли вместе, вытягиваю их до одинаковой величины. Итак, продолжаем вязать столбики без накида с бусинами в каждую петельку. Нанизываю, протягиваю петельку, провязываю 2 петли вместе, нанизываю, протягиваю петельку, провязываю 2 петли вместе. Провязываем до конца кругового ряда. Связала до начала ряда, здесь мы не делали петли подъема, чтобы не было заметной линии перехода, поэтому после того, как связали столбик без накида с бусиной в последнюю петлю ряда, сразу ввожу крючок с бусиной в начальную петлю предыдущего ряда и провязываю следующий столбик без накида с бусиной. Итак, продолжаем вязать столбики без накида с бусинами в каждую петлю основания. Обязательно контролируем высоту петель. Нанизываю, протягиваю петельку, провязываю 2 петли вместе. Повторяем. Итак, вяжем по спирали на необходимую высоту ободочка шапочки. Так я провязала всего 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядочков с бусинками и завершу вязание шапочки рядом обвязки столбиками без накида с применением элементов пико с бусинами. Меняю крючок на основной, провязываю соединительную петлю в первую петлю 6-го ряда. Вот видно, где мы начинали первый ряд с бусинами, здесь и закончили. Из-за того, что мы вязали по спирали, не делая петель подъема, бусинки лежат ровно, без линии перехода ряда. Единственное, в первом ряду, где у меня будет задняя сторона шапочки, заметно небольшое смещение. Но это не критично, зато основная часть ободочка шапочки ровная. Изнаночная сторона тоже ровная. Провязываю воздушную петлю подъема. В
следующую петельку вяжу столбик без накида, 1, в следующую второй и третий. Далее провязываю пико, вяжу одну воздушную петлю, меняю крючок на крючок с тонким основанием, нанизываю бусинку на крючок, ввожу крючок в петлю, протаскиваю эту петельку через отверстие бусинки, провязываю петельку, хорошо подтягивая ее, меняю крючок на основной и провязываю одну воздушную петлю. Ввожу крючок в основание столбика без накида, подхватывая петельку за 2 ниточки, вот так, и провязываю соединительную петлю. И опять вяжу 3 столбика без накида в каждую петельку, 1, 2, 3, провязываю воздушную петлю, нанизываю бусинку, ввожу крючок в петлю и протягиваю петельку через отверстие бусинки, провязываю петлю, подтягиваю, меняю крючок на основной, воздушная петля и соединительная петля в основание столбика. 3 столбика без накида, 1, 2, 3, воздушная петля, на крючок с тонким основанием нанизываю бусинку, протаскиваю петлю через отверстие бусины, провязываю петельку, затягиваю ее, меняю крючок на основной, 1 воздушная петля, соединительная петля в основание столбика. В следующую петельку 1 столбик без накида. Далее 2, 3, воздушная петля и опять выполняем пико с бусиной крючком с тонким основанием. Покажу поближе, что должно получаться. Итак, довязываем до конца ряда. Итак, связала последнее пико с бусиной, прикрепилась столбиком без накида в последнюю петлю и завершаю ряд соединительной петлей вместо начала вязания ряда, где мы вязали воздушную петлю подъема и 1 столбик без накида. Вывожу петлю на изнаночную сторону. Еще раз протягиваю. Закрепляю. Обрезаю. Хвостик нити прячу в вязании под задние стенки крайних петелек. Убираем ниточку. Шапочка готова, результатом довольна. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Если остались вопросы, пишите в комментариях, а также делитесь впечатлениями. Ставьте лайки, если вам понравился этот мастер-класс. Вам не трудно, а мне приятно. Не забывайте отмечать меня, если размещаете работы, связанные по моим мастер-классам в соцсетях, и делитесь ссылками на мастер-класс. Для тех, кто хочет поблагодарить меня за понравившийся мастер-класс и помочь в развитии канала, реквизиты в описании под видео. Я буду вам очень признательна. Желаю вам воплощения творческих идей и желаний. До скорых встреч!